Природа продолжает испытывать человечество на прочность. Приветствую! Вы на канале «Горизонт событий». В этом выпуске Урал и Алтай засыпает крупным градом. Мексику и Казахстан атакуют мощные торнадо. В это же время Индия и Аргентина уходят под воду, а вулкан на Филиппинах не утихает уже 4 месяца. О главных событиях к этому часу прямо сейчас. Днем в пятницу по сельскохозяйственным угодьям муниципалитетов Куюака и соседнего Ойя-Мелиса в мексиканском штате Пуэбло пронеслись сразу 2 торнадо. Формирование гигантских воздушных воронок произошло на фоне столкновения атмосферных фронтов, которые привели к возникновению мощных суперячеек. Вращающиеся столбы пыли и ветра были видны даже из отдаленных населенных пунктов, таких как Тлатлауки-Тепек. Стихийное бедствие сопровождалось аномально крупным градом. Размер отдельных ледяных фрагментов достигал 7 сантиметров. Несмотря на пугающий масштаб природных явлений, власти штата сообщили, что в результате разгула стихии никто не пострадал. Основной удар пришелся на сельскохозяйственные посевы, большая часть из которых была уничтожена градом. Также зафиксированы повреждения крыши жилых домов и хозяйственных построек, сорванных сильными порывами ветра. На данный момент экстренные службы продолжают обход пострадавших районов для оказания помощи фермерам и восстановления поврежденной инфраструктуры. В Бийске 9 мая на улице Мухачева трамвай на ходу сошел с рельсов и врезался в опору контактной сети. Инцидент случился во время движения вагона в сторону вокзала. Перед мостом АТС произошел резкий скачок передней тележки, после чего неуправляемый транспорт вынесло на проезжую часть и развернуло поперек дороги. От удара опора получила серьезное повреждение, что привело к временной остановке трамвайного сообщения и перекрытию автомобильного движения в сторону вокзала. В результате аварии пострадали 3 пассажиров. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у них травмы легкой степени тяжести. Точные причины схода с путей трамвая выясняет прокуратура Алтайского края. В субботу на Екатеринбург вместо привычного майского тепла обрушился шквалистый ветер с порывами до 23-25 метров в секунду, сопровождаемый мощным ливнем и местами крупным градом. Ураганный фронт превратил улицы в зону борьбы с последствиями непогоды. По всему мегаполису фиксировались массовые падения деревьев, некоторые рухнули прямо на припаркованные автомобили и линии электропередач. Особенно сложная ситуация сложилась в юго-западном районе и на Уралмаше, где вышедшие из строя светофоры и поваленные стволы парализовали движение на основных дорогах. В Новокольцовском районе на стройплощадках ветер разнес временные конструкции, а на улице Пархоменко оборвал троллейбусные провода. Из-за повреждений ЛЭП часть города и ближайшие поселки остались без света. Экстренные службы до сих пор устраняют последствия непогоды. В субботу в Костанайской области Казахстана произошло для региона редкое природное явление – образование мощного торнадо. Вихрь возник на фоне нестабильных погодных условий, вызванных прохождением атмосферных фронтальных разделов, которые принесли в область проливные дожди, грозы, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Очевидцы запечатлели на видео воронкообразное образование, спускающееся из массивных грозовых облаков. Ураганный ветер валил деревья и срывал крыши со зданий, а также повредил линии электропередачи, что привело к временным отключениям электроэнергии в ряде населенных пунктов. На текущий момент метеорологи прогнозируют похолодание и риск ночных заморозков в регионе из-за активной смены воздушных масс. На столицу индийского штата Бихар, город Патна и прилегающие районы, обрушился разрушительный шторм, сопровождавшийся ураганным ветром со скоростью до 135 км в час, проливным дождем и мощными грозовыми разрядами. Стихия, превратившая день в ночь всего за несколько минут, привела к трагическим последствиям. В штате погибли по меньшей мере 9 человек, из которых 3 непосредственно в Патне. Большинство смертей было вызвано ударами молний и падением деревьев на жилые дома и транспортные средства. Серьезно пострадала инфраструктура города. Ураганный ветер повалил более 200 деревьев и заблокировал основные дороги, что парализовало движение транспорта на несколько часов.
В аэропорту Патны обрушились рекламные щиты, а из-за экстремальных погодных условий рейсы были вынуждены уходить на запасные аэродромы в Лакнау и Варанаси. Серьезный урон нанесен зоопарку Патны и культурному центру Бапу Тауэр. Оба объекта были временно закрыты для посетителей. Во многих районах из-за обрыва линий электропередачи произошло массовое отключение электроэнергии. Метеорологический департамент Индии сохраняет оранжевый уровень опасности, предупреждая, что нестабильная погода с грозами и градом может продлиться в регионе до 11 мая. В субботу на территории Алтайского края прошла гроза, сопровождавшаяся шквалистым усилением ветра и крупным градом. Основной удар стихии пришелся на Быстроистокский и Калманский районы, где прошли обильные осадки, местами образовав зимние пейзажи из-за плотного слоя ледяных горошин на почве. В селе Акутиха Быстроистокского района град отличался особой интенсивностью, а в Калманском и Михайловском районах очевидцы сообщали о выпадении особо крупных градин. Помимо града регион столкнулся с порывами ветра, скорость которых, по данным синоптиков, достигала 25 метров в секунду и более. Несмотря на то, что активный садово-огородный сезон только начинается, стихия успела напугать жителей региона. По данным метеослужб, нестабильная погодная обстановка с вероятностью гроз и сильного ветра сохранится в регионе и сегодня. Один из самых активных и живописных вулканов Филиппин, Майон, расположенный в провинции Албай, продолжает демонстрировать стойкую активность. За последние 48 часов на объекте зафиксировано сохранение высокого уровня вулканического дрожания и периодические выбросы раскаленной лавы, которая медленно стекает по южным склонам горы. Несмотря на длительный характер извержения, происходит относительно спокойное излияние лавы, без катастрофических взрывных выбросов. Тем не менее, специалисты предупреждают о сохраняющейся опасности камнепадов, пирокластических потоков и выбросов сернистого газа, концентрация которого в окрестных районах остается повышенной. В связи с этим в радиусе 6 километров от кратера продолжает действовать строгая зона постоянной опасности, вход в которую категорически запрещен. Тысячи жителей, эвакуированных еще в начале возобновления активности вулкана, остаются во временных центрах размещения. Хотя за прошедшие 126 дней интенсивность извержения то нарастала, то затихала, ученые пока не видят признаков скорого прекращения активности. Аргентинский курортный город Монте-Эрмосо и другие населенные пункты Атлантического побережья провинции Буэнос-Айрес столкнулись с разрушительными последствиями мощного внетропического циклона. Основной удар стихии пришелся на вечер пятницы и субботу, когда сочетание штормового нагона и интенсивного юго-восточного ветра привело к масштабным наводнениям. Огромные волны высотой до 7 метров преодолели береговые укрепления и набережную, в результате чего вода проникла вглубь городской застройки на расстояние до 2 кварталов от береговой линии. Скорость порывов ветра при этом превышала 90 км в час. Стихия нанесла значительный материальный ущерб прибрежной инфраструктуре. Разрушены пляжные павильоны, повреждены жилые дома и коммерческие объекты. Из-за обрывов линий электропередачи и падения деревьев значительная часть города осталась без энергоснабжения. Местные власти объявили оранжевый уровень опасности и ввели строгие ограничения на передвижение в прибрежных зонах. В превентивных целях были временно закрыты порты и приостановлены занятия в учебных заведениях. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В Анапе на улице Красноармейской произошел пожар на территории парка аттракционов «Джунгли». Сообщения о ЧП начали поступать в экстренные службы после полудня, когда над центром города поднялся густой столб черного дыма, видимый из разных районов. Очаг возгорания находился в зоне картинга, где вспыхнули складированные автомобильные покрышки. Пламя быстро распространилось, охватив площадь около 200 квадратных метров. Сотрудники парка пытались локализовать огонь самостоятельно до приезда спасателей, однако из-за высокой горючести материалов пламя продолжало расти.
Стоит отметить, что это не первое подобное происшествие в данном парке. Почти год назад в джунглях уже фиксировался крупный пожар. Тогда огонь охватил около 650 квадратных метров, уничтожив кафе и несколько торговых павильонов с новым оборудованием. На город Пилар, административный центр департамента Неэмбуку на юге Парагвая, обрушился мощный шторм, сопровождавшийся проливными дождями, интенсивными грозами и шквальными порывами ветра, скорость которых достигала 70-90 км в час. Сильные порывы ветра привели к массовому повреждению крыш жилых домов и общественных зданий, а также к обрушению рекламных щитов и падению деревьев, многие из которых заблокировали проезжую часть, парализовав движение транспорта в нескольких районах города. Пострадал и энергетический сектор. Из-за падения ветвей и опор линий электропередач произошли многочисленные обрывы проводов, что привело к массовым отключениям света в Пиларе и близлежащих населенных пунктах. Несмотря на значительные повреждения, сообщений о погибших или тяжело раненых в результате шторма не поступало. Мощная погодная система обрушила на агломерацию Оклахома-Сити серию разрушительных гроз, сопровождавшихся шквальным ветром и крупным градом. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Юкон и западных пригородах столицы штата. Интенсивные осадки скрыли улицы, газоны и проезжую часть под плотным слоем ледяных сфер. Местные метеорологи зафиксировали град размером от 4 до 7 сантиметров. Ледяная каннонада в считанные минуты привела к массовым повреждениям автомобилей, повредила крыши жилых домов и уничтожила садовые посадки. Сильный ветер, порывы которого достигали до 100 км в час, поломал деревья и оборвал линии электропередачи, что привело к локальным отключениям света. Несмотря на значительные повреждения, информации о тяжелых травмах среди населения на данный момент не поступало. Арктический морской лед продолжает стремительно отступать, ставя мир перед лицом климатической неопределенности. Второй год подряд зимний максимум ледяного покрова замирает на критически низких отметках, едва достижимых с начала эпохи спутниковых наблюдений в 1979 году. Этой весной, 15 марта, площадь ледяного зеркала на вершине планеты достигла своего пика на уровне примерно 14,29 миллионов квадратных километров, что оказалось на 1,3 миллиона квадратных километров меньше среднего исторического показателя за 1981-2010 годы. На спутниковых анимациях, фиксирующих пульс полярного региона, видно, как лед пытается вернуть свои позиции в течение темных зимних месяцев, наращивая массу к марту, однако этот сезонный прирост больше не может скрыть общую драматическую тенденцию последних десятилетий. Арктика неумолимо теплеет, теряя свой щит. Ученые НАСА и полярные исследователи подчеркивают, что сокращение площади льда запускает опасную цепную реакцию. Лишаясь белой отражающей поверхности, Северный Ледовитый океан обнажает темные воды, которые вместо того, чтобы отталкивать солнечные лучи, начинают жадно поглощать тепло. Этот процесс самоподогрева приводит к тому, что даже суровые зимние холода Охотского моря и Баффинова залива больше не справляются с накопленной энергией, оставляя ледяной покров хрупким и тонким. На фоне того, что 9 из 10 самых низких максимумов были зафиксированы именно в последнее десятилетие, нынешние цифры становятся не просто статистикой, а ярким сигналом о трансформации северных экосистем, где привычный ритм замерзания и таяния нарушен, возможно, навсегда. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.